Ангидония, значит, медицинский термин применяется в психиатрии, означает не депрессняк, то есть не МДП, то есть депрессия, а такой мертвечина, такая отсутствие радости. Сто дождей пройдет над миром, 100 порож. 100 дождей пройдет над миром, 100 порож. И однажды ты услышишь и придешь. Сколько зим ты тихо скажешь, сколько лет. Сколько зим ты тихо скажешь, сколько лет. На тебе сошелся клином белый свет, на тебе сошелся клином белый свет. Сообщение ТАСС. Правительство Афганистана, принимая во внимание вмешательство и провокации внешних врагов с целью защиты завоеваний апрельской революции, обратилось к СССР с просьбой о срочной помощи, включая военную. Нюр, Нюр, как ты думаешь,
Яна, она хотела этого? Ну, я имею в виду славу после смерти. Хотела ли она давать это? Или чтобы мы сейчас вот туда ехали? Не знаю. Нам нужно рассказать, кем была Яна. Нам она была подругой, а остальным сестрой по несчастью. А вдруг у нас не получится? Но мы хотя бы попытаемся. Попса? Моя любимая. Резкую милитаризацию экономики страны. Президент Ирака Саддам Хусейн, выступая в Багдаде на массовом митинге, коснулся отношений с... Вообще, обломился на людях и на себе. Я от людей ждал того и даже, наверное, требовал того, чего они мне по природе своей дать не могли. Людям свойственно такое хорошее качество, как гибкость ума, благодаря которой можно за одни и те же, ну, по сути, если отмести все словесные нагромождения, вещи превознести до небес и расстрелять с равным КПД. На то история и личный опыт. Так что если раньше всякие межчеловеческие обломы вызывали недоумение, там, депрессники, обиду, шок, то теперь просто серую грусть. И прихожу я к состоянию полной боевой готовности к любому ведру помоев на голову с балкона. Ну, пришла, и ладно. Это я убитого читала рассказ, без дела, кажется, и запомнила строчку: 1 человек плюс 1 человек равняется 2 человека. Битов клёвый чувак. Надо набираться больше духовного ума, чем логики и аналитики. Бога надо вбирать в себя. Через снег босыми ногами.
Я сижу, книжечку читаю. Очень нравится мне это занятие. Разговаривать не нравится. Недавно прочитала Фолкнера «Свет в августе». Такое поэтичное название, особенно на английском «Light in August», а на французском «Lumière du». Я потом тебе в жизни прочитаю, мне показали как. Хотя, сказать по правде, я мало теперь разговариваю, потому что все какое-то вранье. А если не врать, то всех обижать. Вот, я скоро научусь думать, что вранье, оно как будто и не вранье вовсе, а так и надо. И опять начну со всеми разговаривать и шутить. Скажите, пожалуйста, кем для вас была Яна Дягилева? Мы с Яной были подругами с 10 класса. Я всегда с улыбкой вспоминаю эту историю. Я тогда выбежала из кабинета вся в слезах. Не помню, что тогда случилось. В школьном коридоре стояла светло-желтая лавочка около подоконника, а на нем 2 вазы с какими-то растениями. А за окном был дымящий завод. И вот я сидела и плакала, и в какой-то момент я почувствовала прикосновение. Я обернулась, и это была Яна. Мы тогда не общались близко. Она попыталась меня поддержать, и, знаете, я очень долго не могла успокоиться. И тогда она сказала посмотреть ей в глаза. И в этот момент, знаете, как у Блока, кто-то на плечи руку положит, кто-то ясно заглянет в глаза. Есть минуты, когда не тревожит роковая нас жизни гроза. Она ясно посмотрела мне в глаза, взяла землю из вазы, засунула в рот и начала петь песню на хинди из «Танцора диско». Один из ее любимых фильмов. Я тогда так смеялась, что упала с лавочки. А знаете, мимо еще завуч проходила. Вот представьте себе эту сцену. Я на полу и Яна с землей. Я помню, она пришла ко мне домой и сказала, что написала стихотворение. Она пришла очень рано, я еще спала. Слышу стук в дверь, накинула халат и пошла к двери. Открываю, там Яна. Я подумала, что что-то случилось. Turning blue all over the
Доброе утро, товарищ Нюра! Яна, ты на часы смотрела? Времени и пространства не существует. Воображение несет и вяжет новые узоры на тонкой ковре действительности. Ладно, проходи. Ну, Яна, что ты делаешь? Тебе сколько лет? Где-то 10. Ну все, вылезай давай. Повиснув на стене, нарушить геометрию квадратных потолков. Вообще я написала новый стих, и знаешь, когда писала, подумала о тебе, и думаю, неплохо получилось. Хочешь послушать? Конечно. Будешь светлым лучом, рожденным в тени, или тенью, родившей ночь. Будешь синим дождем, упавшим на снег, или одной из туч. Будешь твердым звеном золотой цепи, или молотом, что кует. Будешь землей далекой тропы или тем, кто по ней идет. Будешь пером в крыле у орла или самим орлом. Будешь каплей в кувшине вина или кувшина дном. Тогда я была сонная, не особо придала этому значения. Но когда увидела это стихотворение вновь, то, конечно, все поняла. Я пропал, как зверь в загоне. Где-то люди, воля, свет, а за мною шум погони, и мне наружу хода нет. Яна была лучом, родившей тень, и я не знаю, как такой светлый и веселый человек мог хранить в себе столько боли, несчастья, и не побоюсь этого слова, мировой скорби.
все четыре стены, как подгоревшие дыры за все четыре беды, как поколение зла в четыре черных числа. Докину старый музей протертых янтарей. Мне придется обойтись без синих сумрачных птиц, без разношерстных ресниц, которые брали с утра, что не сложилось вчера. Оставить грязные вагоны, продолжать перегон по дне остывшей заре на самодельной метле. Скинуть руки во сне, чтоб не запнулся во тьме. Мне придется поменять зачертевший обряд на смертоносный снаряд, спекучий стол за столом, на детский крик зовут. Вновь испутанных роз, на депрессивный психоз, психоделический рай на 30 стен. И все кричат. Хоры спят, как стражи слева-справа, и спит видение в них литейских вод, и спит за них другое, слава. Спят беды все, страдания крепко спят, пороки спят, добро со злом обнялось, пророки спят, сбелелся снегопад в пространстве, ищет черных пятен малость.
и леса мерцали, и огни горели, и дома были там. И я шла, и иду, и ничего не понимаю. Учебник без толку листаю, а что со мной, увы, не знаю. Электродвижущая сила хочет, чтоб я ее зубрила. С какой бы радостью и силой учебник в унитаз спустила. Яна, нам в школу пора. Нам пора в школу. Не, ну правда в школу пора. Нам пора в школу. Яна, я вообще хотела тебе кое-что сказать. В общем, помнишь, у нас в деревне был дедушка, в очках, и он тебе мишку подарил. Он умер? Да. Откуда ты знаешь это? Он мне снился. Давно? Неделю назад, наверное. А ты вообще смерти боишься? А почему я должна ее бояться? Ну как? Меня не будет, тебя, вообще ничего не будет. И физики? Ну да, физики тоже не будет. Значит, и в смерти есть что-то хорошее.
Уснули, спят стихи, все образы, все рифмы, сильных, слабых найти нельзя. Порог, тоска, грехи, равно тихие, лежат в своих силабах. И каждый стих, как близкий брат, хоть шепчут друг у друга, чуть-чуть подвинься. Но каждый так далек от райских врат, так беден, густ, так чист, что в них единство. Яна? Скажите, когда вы в последний раз видели Яну? Мы были у моего парня дома. Было так весело, но в какой-то момент я почувствовала, что с Яной что-то не то. Она спрашивала у нас, что мы собираемся делать дальше, как жить. Как будто хотела удостовериться, что с нами все будет хорошо, когда ее не будет. Она попросила у нас прощения. Она часто так делала. Она боялась причинить людям боль.
Тогда же она впервые исполнила песню «Особый резон». Она говорила, что мир обязательно станет лучше. Тут вечером омрачило одно событие. Но вечер закончился кошмарно. Ян, нам на 7 надо. Лифт проехал, жизнь прошла, солнце село, тучка пришла. Ну что, пить-то будем, нет? Да, давайте уже что-то как-то. О, вот это уже интереснее. Что за вино-то? Ты тоже будешь? Нет, я на вас посмотрю. Вздрогнем! Фу. Извините, но... Что за вино-то? Крымская? Что было, то было. Да. Ну чё? Иди за свечками. Проведем вечер культурно. Отлично. На что гадать будем? Да, на что придется. Угу. Да, секрет. Секретики, понятно. Зажигайте, госпожа ведьма. Это чувствую. Схожу. Пакистанские свечки. Подогнал знакомый. Красота. написано. Пока не очень красивая. Биатту. Вот. Что смеешься? Свечки пакистанские, говорю, фирма. Один чик, и все. Фирма. Сломалась, ну ничего. Как хорошо горит. Ну, Пакистан. Ты сказала, пить не буду. Пригубила и пошло. Да-да-да. Так, ну что? Кто первый хочет? Давай я. Давай ты. Давай руку. Какую? Вижу, судьба нелегкая. Вашу другую руку? Ну, уже просто, ну, фатум. Ладно, потом. Сейчас. Вопрос ты. Есть какой-нибудь? Давай узнаем, станет ли мой мужчина адекватнее. Очень волнует меня эта тема. Да. Понимаю. Ну или нет. Сейчас. Ну, давайте. Не разливайте мне ауру. Видите, защитный барьер. Много мужчин. И все разные. Давай ты. Тут кто гадалка? Вот. Кто гадалка? Вот вообще. Чувствую, судьба у тебя нелегкая. Ой, нелегкая. Не изменится твой мужик, не изменится. Ну вот по карте, да, ну все уже, фатум. Вот по карте, видишь тут? Ага. Есть у тебя, значит, два пути. Видишь, что тут? Два балки. Так, не сбивай меня пути. Вот. Короче, два пути у тебя. Один на север, другой на юг. Вот. Ну, пойдешь куда, неважно, границы закрыты. Вот. Ну, деньги. Могу. Деньги где? Деньги? Подожди, пока. Видишь, линия какая? Какая именно? Кстати, вот это Да та самая. разорванная, а на этой руке она сплошная.
Вот и я о том же. Видишь, линия какая? Может, надо вам другой не гадать? Ну, это не важно. Ты какую дала уже, все. Это фатум. Фатум. Выпей за фатум. Вот, ну ладно. Давайте плохого не будем. Я могу убирать? Можешь убирать. От тебя негативная энергия. Лучше не стало. Да. Так, я хочу... Ну подожди, нет, давай вот над свечкой поводи рукой. Очисти. Давай, я повожу. Только не спали меня. Не шпали. Закрыли глаза. Чувствуешь, как твоя энергия уходит. Чувствую, как нагревается рука. Это энергия уходит. Ну ладно, достаточно. Все. Ну давай, ты следующая. Я надеюсь, я очистилась пока. Прикол, ты уже была чиста, скорее всего. Чтобы Причастилась. очиститься, нужно пить. Тоже... Да ладно, как ну все, уже дала. Все, уже дала. Фатум. Сейчас вопрос. Погадаю, или нет, знаешь, я погадаю тебя. Погадаю сама от души, чтобы было. Давай. Погадаю сама от души, чтобы было. Сейчас. Оп. Не смотри. Сбилась энергию. Давай, что-то уже случилось. Ну, карта сама выпала. Ну, карта сама выпала. Да. Сейчас, ну ладно. Другую возьмем. Так что. Не по-божески. Так. Вижу. Придется тебе пройти через тернии. Через тернии пройдешь. Через воды Амазонки приплывешь. И предмет найдешь. Носок? Ну нет, это метафизично. А таких дома нет, извини. Все, ты получила свое предсказание. Спасибо. Пожалуйста. Что, мне тоже так сделать? Ну, у тебя чистая энергия. Не надо, не порть свечку. Блин, ну ладно. Хорошо. Да. Давно так не было. Влюбилась. Нет, серьезно, на самом деле. Я понимаю, что я там веду себя временами как-то иногда слишком, не знаю, прилипчиво, иногда вообще забиваю и пропадаю целыми днями, но что поделать. Вот тут такая. Ну, простите меня. Хотите анекдот? О, что-то интересное. Помню, я как-то его когда рассказывала, или рассказывала его кто-то, что гитара рядом была. Вот, анекдот. В общем, лежат муж и жена, и муж жене. Ну, Наденька, ну давай разочек. Она ему. Ну, Володенька. Ну, Наденька. Ну, поздно уже. Спят все. Ну, тихонечко. И туда не шепотом. Вставай, проклятие, захвалились. А? Нет, не забыл сказать, что ли? Да. Чувствуется. Вино с душком. Знаете, как-то в последнее время какое-то состояние такое барское вечно. Типа ангидония. Это врач мне знакомая сказала, определила. Вот. Да. Ну там когда ни радости, ни любви. Вообще делать ничего не охота. Ну, сейчас с вами сижу и прям чувствую энергию. Ну вот мы для этого и есть, вот для этого и приходим, собираемся вместе. Да. Почаще бы так, а? Да, согласна. Так приходите.
Я же вам всегда налью. жду, конечно. Мы Ну, всегда свой сказали. давай. Ты завода притащила, да? Скорее всего, да. Единственное, что он туда тащит, это фигурки в дом. И песню, это, к слову, басовое издание сочинила недавно. Да, давай ты нам сыграешь. А что мне сыграть-то? Гитара есть? Да. Сыграем. Естественно, тут у себя. Перекошенным ртом, продравшим веки кротом, видна ошибка ростка. По близоруким глазам, не веря глупым слезам, ползут к небе тоска. Пока не вспомнит рука, дрожит кассета доска, зовет косая доска. Я увернула доска под каблуком каблука. У входа было яйцо или крутое словцо. Я обращаю лицо. Кошмаром дернулся сон, новорожденный сон, боится мой сон. Крылатый ветер вдали, верхушки скал опали, а здесь ласкает газон. На то особый зон, на то особый отдел, на то особый режим, на то особый зон. Проникший в щели конвой, заклеит путь на пробой, нас поведут на убой. Перекрестится герой, шагнет раздвинутый строй, вперед за родину в бой. Пусть гинут злые враги, кто не надел сапоги, кто не простился с собой, кто не покончил с собой. Всех поведут на убой, на то особый отдел, на то особый режим, на то особый зон. Ну, как, огонь песня, Да, хорошо. а? Это очень красиво, но Ну, опасно. Да. да ладно. Какая к черту разница, опасно или не опасно? Думаю, может, такой фильм, не знаю, не смотрит. Стучат. Ну, не к добру. Тут не гнала, тут не добро. Ну, аура. Это все аура. Что ты карты вон? Да. Свечки мои трогают. Девочки. Саша. Чего, Саша? Умер. В смысле?
Понимаешь, если придет человек, и сыграет так, что я почувствую, что он меня понял, понимаешь, просто душой, что у него душа в унисон с моей, понимаешь? Ведь мало настроить гитары, понимаешь, чтобы они строились. Важно душу настроить. А если мы настроим по одному камертону гитары, там, клавиши какие-то, понимаешь? Это еще ничего не значит. Нет времени, чтобы себя обмануть. Нет ничего, чтобы просто уснуть. Нет никого, кто способен нажать на курок. Моя голова перекресток железных дорог. Здесь целое небо, но нечем дышать. Здесь тесно, но я не пытаюсь бежать. Я прочно запутался в сетке ошибочных строк. Моя голова перекресток железных дорог. Фильтр сигареты испачкан в крови. Я еду по минному полю любви. Хочу каждый день умирать у тебя на руках. Мне нужно хоть раз умереть у тебя на руках. Любовь — это слово похоже на ложь. Пришитая кожа, дешевая брошь. Прицепленных жестким вагоном вагон-ресторан. И даже любовь не поможет сорвать 100 грамм. Любовь, как куранты отставших часов. Стойкая боязнь чужих голосов. Любовь — это солнце, которое видит закат. Это я, это твой неизвестный солдат. Нарушены правила в нашей игре. Я повис на телефонном шнуре. Смотрите, сегодня петля на плечах плача. Скажи мне прощай, половись, и скорее кончай. Я не верю людям, кто между тем, кто не страдал, понимаешь? И даже те, кто очень страдал, понимаешь, еще есть вопрос в том, что кровь-то она, понимаешь, либо льется напрасно, либо нет. То есть если она все это льется как сгустя вода, когда собственная кровь сюда льется как сгустя вода, все, потому что ты ничего не понял в этой жизни. Ты не извлек урока из этого, понимаешь? Все страдание бессмысленно, а тем более чужое страдание, понимаешь? Все это только через страдания, естественно, естественно. Душа, когда душа болит, значит она работает, понимаешь? Объясни, вот я люблю от того, что болит, или это болит от того, что люблю. Невозможно объяснить, потому что это одно и то же.
Где вы были, когда узнали о смерти Яны? Я была на работе. Я тогда работала редактором в одной из газет, и там нашли какую-то забавную ошибку в слове. Мне нужно было исправить тираж. Я сидела в своем кабинете и занималась рутинными делами. И тут в дверь ворвался наш с Яной общий знакомый. Ну, тут я все и узнала. Был солнечный ясный день. Я поливала цветы. Потом позвонил телефон. И узнала. Я вернулась к цветам, посмотрела на них и вспомнила наше знакомство. Ожидала поле ягоды, ожидала море погоды. Рассыпалось человечество, рассыпалось одиночество. Незасеянная башенка, недостроенная башенка, только узенькая досточка, только беленькая косточка, незавязанная ленточка, недоношенная доченька, обвязала белой ниточкой, обмотала светлым волосом и оставила до времени. Вместе с вымытыми окнами, вместе с выцветшими красками, вместе с высохшими глазками, с огородным горем луковым, с благородным раем маковым. Очень страшно засыпать. Спасибо большое. Я памятник воздвиг себе нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он главою непокорной Александр. Сижу в четырех стенах постоянно,
Не пишется ничего. Скучаю по вам. Нет, весь я не умру. Душа в заветной лире мой прах переживет. И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал. Восславил я свободу, и не оспаривай глупца. Ты главное не бойся. Знаешь, когда-то давно я тоже боялся. Здесь все не так, как я себе представлял. Раньше я думал, что здесь жизнь бьет ключом, вечное бодрствование. Но нет. Все так же. Мертвым тоже нужно спать, Яна. Ты главное не бойся. Все так же, как и там. Но есть отличия. Здесь нет законов, нету правил, но все люди ведут себя так, как должны вести. Яна, один из лучших людей, которых я знал. Не затронутая ненавистью, пошлостью, жадностью. Главное не бояться, Яна. Знаешь что? Давай лучше тебе покажу. Главное не бояться, Яна.
Уснуло все. Спят толпы книг, спят реки слов, покрытые льдом забвения. Спят речи все со всей правдой в них. Их цепи спят, чуть-чуть звенят их звенья. Спят крепко все, святые, дьявол, Бог, их слуги злые, их друзья, их дети. И только смерть. Убили меня, значит, надо
коленные столбы. Жрать твою прошлогоднюю горькую, 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 горькую